grandmama, grandpapa, okay? This is Ganga. That one. Ganga. What is, where is Mama, Papa? Спроси, пожалуйста, на видео, Артур. Я не успела вовремя включить камеру. Артур, так знаете, он же в этом деле разбирается. Увидел Ишванта сразу же. Ну как прошел экзамен, сколько оценок, то все. То есть он только сам поздавал экзамены, поэтому эта тема ему очень знакома и волнительна. В общем, Ишван сказал, что сдал он экзамен, думает, что нормально, но результат будет примерно через неделю. Вот здесь стояла наша кровать, но сегодня я не знаю даже, где мы будем спать. Кровать вынесли на улицу, во двор. Артур, спустись. Он хочет, чтобы ты спустился, и вы вместе поиграли. Показываю, как кто проводит время. Ребята в телефоне сидят. Артур уже на сегодня насмотрелся и наигрался, поэтому просто сидит. Здесь вот собрались самые близкие родственницы. Ай, Ваня, not coming. Ваня сегодня не приехала, она на работе, зато вот 3 ее сестры. Вина, Виджра и Шуба. Вот, видите, как я всех помню. Вот все 3 сестры сегодня здесь. Это самые любимые родственницы Ганги. Она очень любила с ними общаться, приезжала к ним в гости в Бангалор. И поэтому вот они приехали сегодня из Бангалора совершить эту пуджу. Это их отец сидит. А вон Ашвини, да, Ашвини я не показала, она так скромненько здесь приткнулась. Ашвини это жена Сагара. Сагар, not coming. Сагар сегодня не приехал, ее муж. Так, Артур уже где-то отвернул телефон папин, да, чтобы влиться в компанию. Но они и так уже наносились, набегались, и как бы сейчас не очень, не то время, чтобы носиться в темноте. Это Индия, друзья, здесь могут быть змеи, поэтому действительно лучше пусть сидят в телефоне. Как это называется? Тещин язык. Видите, как украсили комнатное растение гирляндой. Namaste. You know Nashi? Конечно, конечно, я помню, и все наши зрители помнят эту женщину. Это тетя Парама, получается, сестра отца. Помните, она носила Артурчика на руках, мы были у нее в гостях, и вот она пришла тоже сегодня, приехала. She come in with daughter? No, son and son wife, the grandson, husband and some other children also. Приехала с группой поддержки, с сыном, с женой сына, в общем, очень-очень много людей, с мужем. Да, потом, попозже, я не знаю, покажу или не покажу, потому что мы в основном здесь сидим, а вот в другой комнате там все потихонечку подтягиваются, садятся, там, где мы раньше спали, и кушают. Вот видите, дедушка уже улегся спать. И это вполне нормально, вот он лежит, здесь все крутятся периодически, кто-то к нему еще на кровать ложится или садится. Да, я уже показала. Она немножко стесняется, ну все, честно говоря. Так, ну и пойдемте, ладно, я покажу вам, что происходит в другой комнате. Вот здесь, посмотрите, сколько народу. А то я говорила, что 100 человек будет, а показываю... Всего ничего. Вот где все. Вот где все. Сейчас здесь будут рассаживаться. Ага, вот, да, муж. Папа. Понятно, здесь они кушают, здесь наши вещи. Я думала, что мы здесь будем сегодня спать в этой комнатке. Я не знаю, мне уже, честно говоря, так спать хочется. Уже 9 часов. Предыдущую ночь в автобусе я почти не спала. Но вот здесь это будет долго, вот здесь вот сейчас все рассядутся, будут ужинать. Нам завтрак подали уже. Сейчас в комментариях напишут, наверное, почему вы сидите за столом с ногами? Мы сидим не за столом, у нас было 2 варианта. Либо мы хотели накрыть на полу,
либо на кровати. Это кровать. Ну и вот таким вот образом вот кладешь тарелку на коленочки и ешь. Ну, здесь так принято. Значит, что нам приготовили на завтрак? Это доса, каканат чатни. Это курица двух видов. Ой, не курица, а одна курица. А второе это козлятина. И порота. Чай еще, чай с лимоном. Вот такой вот вкусный, сытный завтрак. They specially made for you all these things. Thank you, very tasty. Спасибо большое. Ну, налетай. А то тебе нравится? Вкусно? Я, правда, не привыкла завтракать мясом, ну ладно. Я как барыня. Девчонки уже проснулись давным-давно, наготовили завтрак. Помыли посуду, еще там что-то похлопотали. Вот видите, уже тут горох чистят. Да, и кстати, друзья, почему мы, собственно, спали на чердаке? Сегодня в этом доме, вы видите, не очень большой дом. Я уже много раз его показывала. Примерно понимаете площадь этого дома. Так вот, сегодня здесь ночевала, кроме нас, кроме обычно тех людей, которые здесь ночуют, еще примерно 10 человек. 10 человек здесь разместилось. Вот Ашвини, 3 сестры, их отец, сестра Калвати и еще несколько человек. Так, бон аппетит. Все здесь завтракают компанией, а мы отдельно. Бон аппетит. Все, всем. Ладно, я не выйдите, Парам тоже с ними, с девчонкой. Парам с ними, наверное, до часу ночи болтал вот там вот внизу, но этим как бы немножечко мне они мешали. Артур спал. Артур сразу уснул. Что? Ага. Вот. А, вот эта курица и козлятина, это для меня и для пожилых людей. Вот для папы и для вот этого дедушки. Остальные все сегодня по понедельникам не едят мясную пищу, ну, в том числе Парам, видите. Ну, и мы с Артуром едим, да, мы исключение. И вот вы скажете, друзья, как же столько много людей разместилось в этом маленьком доме? Есть такая старая мудрость. Если к вам приехали гости, приехали родственники или друзья с ночевкой, и вы не знаете, где их разместить, куда их уложить спать, так вот, купите как можно больше водки, и они сами найдут, где улечься. Так вот, друзья, ну это такая вот была небольшая шутка. На самом деле вот эти вот все гости и без водки разобрались, где кому спать. Спали все на полу. В основном все пожилые люди на кроватях, на топчанах. Пошла я завтракать. А, ты еще не закончил? Не дают тебе нормально потренироваться. Окей. Девчонки с утра увидели, как Артур занимается спортом, как он тягает гантели. Ну, естественно, стали спрашивать, а что, а как, а почему. И Артур рассказал, что он всех побеждает в классе, вот в этом вот спорте. Армрестлинг, по-моему, называется, если неправильно выговорила, извините. Вот, ну и они решили вот поприкалываться. Ну, давай, Артур, молодец, молодец. Видите, как здесь весело с утра. Вот это вот все 3 сестры. Вина, Шуба, Виджья. А Ваня, которую вы все хорошо знаете, она не приехала в этот раз, по работе не получилось. Ну, давай. Они все вчетвером работают в сфере торговли. В огромном магазине в Бангалоре продают сари, ну не только сари, разные там. Эдис, конечно, там много этажей. Я была, кстати, в этом магазине. Вот это вот платье тоже оттуда. А, так вот, еще что я хотела сказать, что интересно. Вообще, в принципе, в этом штате, в штате Карнатака, ну и вообще в Южной Индии, не очень хорошо знают хинди. Здесь не популярно. Хинди это больше вот Северная Индия. Здесь разговаривают на собственном языке, ну, в данном случае на Канада, и, ну, если уж образованы на английском. Вот, допустим, Ишвант не очень, вообще очень-очень плохо знает хинди. Ну, у него нет никакой практики. А вот эти вот все женщины, так как они в торговле, они знают хорошо хинди. Ну, вот кто в туристической сфере, ну, у них большой магазин, естественно, приезжают покупатели из разных штатов. Поэтому они обязаны хинди и английский, ну, с ними прикольно. Вообще, мы вчера вечером с ними общались. А?
Where? Is our house one. She want make house here. Сейчас, ладно, я выключусь. Я не поняла, что Парам какое-то предложение мне сделал. Я не поняла, согласиться мне сейчас я выясню. Ну что, Артур, подожди, я так-то болтала, ты победил? Все время победишь? Конечно, говорит. Всех девчонок. Вот это вот самая старшая, Виджа. Парам очень любит общаться со своими сестрами. Но на самом деле это как по-нашему сестры, а как я уже ранее говорила, по здешним традициям Парам мог бы на них жениться. Сейчас они уже собираются уезжать к себе на дачу сначала. Там тоже будет проводиться религиозный обряд по усопшим. Вот, а потом уже поедут в Бангалор. Нас тоже приглашают, но не знаю, поедем мы или нет. Парам показывает. Боже мой, ребята, я же хотела вам рассказать, как мне вчера пришлось краснеть. В общем, я поняла, что они читают комментарии. Ну ладно, сейчас я по порядку буду рассказывать. Стали там что-то обсуждать. Они мне показывали видео, как они проводят время, где они путешествуют. И я стала показывать видео, которые снимала, получается, на их даче, когда там была их сестра Ваня, а их, получается, была только Виджи, и то не все время. Я стала показывать, в общем, эти отрывки из этих видео. Они говорят, мы все это видели, Ага, и потом они стали меня допытываться, мол, Наташа, а где твой мангал-сутра, это украшение на шее золотое, а где твои браслеты на ногу, а где вот это то, а где все, почему-то они сидят, обратите внимание, все в золоте. А я не умею врать. Я всегда говорю правду или просто ничего не скажу, или говорю правду. Я говорю, что у нас была с Парамом свадьба такая, как бы нетрадиционная, индуистская, просто заключили брачный договор, ничего такого, никаких обрядов у нас не проводилось, поэтому и тут я понимаю, что они, оказывается, смотрели видео и читали комментарии. Они имели в виду, где вот тот мангал-сутра, который я тогда надела, который как будто бы золотой. Но я никому не, может, Парам говорил, я не говорила, что это золотой, не золотой, просто пришла и в этом мангал-сутре. Я же говорю, я врать не умею. А они, видимо, почитали комментарии и давай как бы меня разводить на правду. Вот, и сейчас вот мы уже с Парамом, когда сели, я уже думала, все, замяли эту тему со вчера. Нет, они опять начали уже у Парама. Мол, а где золото? Где золотые украшения? Так что надо быть поаккуратнее. Особенно, когда снимаю видео про родственников. Но, в принципе, я всегда говорю то, что могу сказать человеку в лицо. Это самое главное правило. Ишван тоже. Ишван, did you read comments? Yes. Ишван, да, читал комментарии. И он сейчас сказал спасибо вам, спасибо всем тем зрителям, которые пожелали ему счастья, удачи. На самом деле много было таких хороших комментариев. Смотрите, прическу поправляет. Вот, да, так что он тоже читал. Я когда-то у Парама спрашивала, а твои родственники читают комментарии? Он говорит, да нет, говорит, они такие простые, они не поймут. Может, кстати, и не все из вас, мои дорогие зрители, знают, что есть такая функция в телефоне, что нужно так настроить телефон, иногда они уже изначально настроены, что вы можете даже там YouTube смотреть каких-нибудь там японских блогеров и читать комментарии, переводить, там нажать на перевод и читать на том языке, на котором у вас телефон зарегистрирован. И Парам говорит, что они не знают, как все они знают. Все они знают и все с интересом, с большим читают. У нас в этот раз нет байка, нет скутера, поэтому нам придется пройтись немножечко пешком, а потом уже сядем на рикшу и поедем в город. Нужно нам решить некоторые вопросы по документам. Я не хочу вас особо загружать этим. Может быть, не всем это интересно, но некоторые проблемы у нас есть с документами, скажем так, решаем ошибки прошлого. Так вот, я Парама попросила, говорю, давай так медленно пройдемся, чтобы я нашим зрителям показала, поснимала район, в котором они живут, в котором Парам жил на протяжении долгих лет. Видите, какие здесь красивые дома. На самом деле это не деревня, это у них как бы такой дом не очень красивый, который Ишван в будущем планирует перестроить на этом месте. Но земля здесь действительно дорогая, ценная, что буквально вот чуть-чуть пройтись,
или проехаться. В основном редко здесь кто ходит. Здесь в основном все на скутерах передвигаются. Буквально 5 минут, и ты уже в центре города. В этом городе и школы, и университеты есть. И много-много различных учреждений. Как раз таки хорошо. Такой вот здесь спокойный райончик. И все вроде бы как и рядом находится. Люди молодцы здесь живут. Построились. Это все в этом районе живут представители высокой касты. В основном все вегетарианцы. Поэтому, вот, кстати, вчера особо соседей к нам и не заходило. Я говорила, да не помню, говорила, не говорила, что вот примерно 100 человек придет, родственники, соседи, но нет. Насчет соседей я погорячилась, так как они в основном все здесь вегетарианцы, то никто не приходил. Хотя, да, многие любили и дружили с усопшей Гангой. Меньше 100 человек пришло, я немножечко поснимала вчера вечером. Ну, как я спросила у Ишванта, он говорит, человек 60-70 приехало или пришло, кто рядом живет неподалеку. В основном это только, да, родственники были. Вот мы сейчас проходим школу. По-нашему это детский сад, а здесь это называется playgroup. Хотя здесь уже начинают детей учить алфавит. И на английском, и на Канада. Но тут все Канада. Здесь only Канада, да? Тут не учат английскому. Вот тапочки, я так смотрю, детей не очень много сегодня пришло позаниматься. Вон какие роскошные дома. Стоят, он, бабулька там что-то делает, сушит зерно. Козочка рядом. So this is maybe, мы это уже, наверное, в другой район пришли. Тут уже, наверное, другая каста. Так как представители наивысших каст не держат коз. This road, so this side Shudra people only. Only Shudra people. То, да, мы уже пересекли границу. Здесь живут шудры. Рабочий народ. This man, Ambedkar, he Shudra. Here rules and regulations. Так, ну мы видим, что шудры тоже очень даже неплохо живут в 3 или даже 4-этажных домах. И улица красивая. Ну все, пора, мы уже ловит рикшу, и дальше мы поедем уже. Поедем на рикше решать наши проблемы, решать наши вопросы. Мы приехали сюда в первую очередь для того, чтобы провести этот ритуал религиозный, посвященный предкам. Значит, кстати, каким предкам? Это получается умершие матери Парама, Ганги, и плюс еще бабушки с дедушкой. Вот так вот здесь положено. Уже прабабушкам уже не проводится. Считается, что вот до определенного поколения душа находится как бы между небом и землей. И нужно проводить эти ритуалы для того, чтобы душа была спокойна, чтобы она как бы там сверху благословила своих сыновей, потому что ответственность за этот ритуал в основном лежит на сыновьях. Душа будет спокойно, упокоена, и, ну не упокоена, а спокойно, вот, и благодарность за то, что ее не забывают, она будет способствовать тому, чтобы родные на земле жили хорошо, счастливо. И все у них получалось. Вот Парам свой долг исполнил вчера. Вот. Ну и кроме пуджи, это как бы основная причина нашей поездки. Еще вот по вопросу документов. Вы видите, я вся красная, вся мокрая, потому что жарко. И потому что мне пришлось очень сильно понервничать, решать эти вопросы, связанные с документами. Всегда это большая нервотрепка, ну, во всяком случае, для меня. Плюс еще, ну, как бы не все гладко. Придется нам еще ехать в Бангалор. Ну, в принципе, можно было бы это отложить. Но зачем откладывать? Я говорю, Парама, давай уже сейчас, раз мы уже здесь, раз мы уже приехали, преодолели такой длинный путь, давай уже по максимуму сейчас будем все это решать. Он бы даже не хотел. Вот, ну и из хорошего, что из хорошего, что вас ждут еще интересные видео из Бангалора. У нас будет свободное время, 7 часов где-то примерно, которые мы посвятим съемкам. Господи, я так кричу, потому что здесь очень шумно. Поедем завтра утром.
посмотрите, какой колоритный мужчина. Посмотрите, обратите внимание на его костюм. Но костюм это еще ладно. Глаза сразу же бросаются на вот эту вот шапку, не знаю, головной убор. Артур, видите, дал ему деньги, что он не просто так нарядился. Он берет как бы за это, не за это деньги. Что, телефон упал? Вот это да. Вот это да. Попали еще на... Работает this work? Может быть, достаточно только поменять. Ладно уже, я отвлеклась, расстроилась. Так. Вот, посмотрите, на головной убор мужчина сказал, что это из кожи медведя, из шкуры медведя. Но тогда сумка получается из тигра. Да? Охотник? Окей, thank you. Bye. Ишван принес фотоальбом, который мы раньше никогда не видели. Вот, друзья, посмотрите, это папа Парама в молодости. Посмотрите, какой красивый мужчина. Это старший брат Монтеш, тоже какой красивый был. Это Калвати, мама Ишванта. Господи, не кричите. Вот здесь тоже родители Ишванта. Посередине. Покажи свой прикид. Паван, посмотрите, надел сегодня на себя лунги. Под низом у него шорты. Кстати, кто интересовался, обязательно под лунги надевают нижнее белье. Шортики или трусики. Вот, и ребята сегодня устроили... Последний вечер! Да, крайний вечер. Сейчас так говорят, Артур. В отчим доме. Дурдом, солнышко, да. Нет, один в доме. Один дома. Да. Да нет, не один. Вот именно, Артур. Не забывай, что вы не одни. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет еще много всего интересного.